Приветствую всех гостей и подписчиков канала. Меня зовут Ева Лехцер. И сегодня по вашим просьбам мы в святке будем смотреть, что станет для вас самой большой неожиданностью 2024 года. Но прежде чем мы приступим, хочу сделать небольшую отсылку, а именно ответить сразу на ваши вопросы. Когда же у нас период святок и что это такое? У католиков этот период начинается с сочельника 24 декабря и длится до 7 января. У православных это период 6 января по 19 января. Считается, что в это время открываются небеса, идут самые точные расклады, гадания, то есть максимальный такой поток информации, знаете, как на многих снисходит из озарения, ясновидения, яснослышания. Причем даже не в обязательном порядке вы должны обращаться к кому-то из практиков, вы можете раскладывать сами себе или пользоваться подручными магнетическими способами, которые позволят вам черпать информацию. Для многих это пасьянсы, у некоторых это гадание по книге, на спичках, по теням или при помощи обручального кольца вашей мамы, бабушки, то есть женщин рода, не имеет значения. Но в любом случае вы можете для себя пробовать любой способ, любой цикл. Считается, что информация будет наиболее достоверной. Что с сегодняшним нашим с вами раскладом? Что он из себя представляет? У нас в работе колода Таро Гримнойр, которая у нас будет дополнять или раскрывать ситуативный ряд. И основная колода у нас будет это цыганский оракул. Опять же, делаю небольшую отсылку. Вы должны понимать, что и в оракулах, и в Таро у нас бывают как позитивные, так и негативные арканы. Научитесь воспринимать и принимать информацию, какой бы она ни была. Ваша задача, так сказать, принять пищу для ума, для размышлений, но не нужно концентрироваться, если вы что-то услышали негативное, сразу там лить слезы или сетовать на плохую прогностику. В любом случае все в ваших руках, а здесь вы только для себя черпаете информацию в энергополе, чтобы понять, что нужно исправить, чтобы уйти от каких-то не совсем благоприятных ситуаций, или наоборот, что нужно сделать для того, чтобы получить тот позитив или те подарки судьбы, которые, возможно, вам сегодня покажут карты Таро и цыганский оракул. Работаем таковым образом. Я выкладываю всего 8 вариантов на цыганском оракуле. Вы, если вам нужно больше времени, нажимаете на паузу, концентрируйтесь и выбираете только один вариант. Уже, так сказать, предвкушая ваши вопросы, а что, если я сразу выбрала 2 варианта, или мой глаз упал на 3 варианта, это так не работает. То есть вы должны выбрать только один для себя вариант. Постарайтесь прислушаться к своей интуиции, сделать так, чтобы вас в этот момент ничего не отвлекало. То есть ни ваши близкие, ни ваши питомцы, ни какие-то телефонные звонки, потому что максимальная концентрация на раскладе позволит вам получать больше информации. Итак, приступим. Что же станет для вас самой большой неожиданностью 2024 года? Первый вариант. Пошло 2 аркана. Ну, давайте так. Раз пошло, значит так нужно. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И 8 варианты. Сейчас мы все скомпонуем, пододвинем, чтобы вам было комфортно, удобно, и вы лучше видели карты и смогли выбирать. Так, даю вам время настроиться, сконцентрироваться, подумать, какая карта на вас смотрит. Что ж, приступаем. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый вариант. У вас ложится оракул «Небольшие деньги». Сама по себе карта говорит о том, что будет много возможностей подработки, заработка или денег, которые приходят со стороны, которые не заработаны вами. Более того, о чем говорят небольшие деньги? Это, как правило, акцент на ситуациях, когда
Вы можете во что-то вложиться, проинвестировать, и как следствие у вас будет не такое большое количество ресурсов или средств для того, чтобы вы ими свободно распоряжались. Ну, как вариант. Вы берете жилье в ипотеку или вкладываетесь в бизнес, покупаете, может быть, дорогостоящий автомобиль или вкладываете в дорогостоящее обучение. Но на свои хотелки могут оставаться незначительные ресурсы. Конечно же, этот аркан у нас многогранен, и он будет говорить о разных ситуациях и вещах по каждой сфере жизни. То есть, если это мы будем рассматривать вопросы работы, то здесь индексация заработной платы, здесь у нас могут быть незначительные бонусы или премии, как такого повышения мы здесь не видим. И если это состояние здоровья, то оно не требует от вас каких-либо усилий или активных вложений в себя, то есть здесь нет кардинальных перемен. Если мы будем рассматривать вопросы личной жизни, то небольшие деньги, как правило, сулят множественные знакомства, но, как правило, они все проходящего порядка. Так ли это? Давайте раскроем при помощи карт Таро. Что у вас здесь? Итак, это действительно информация у нас подтверждается. Почему? Потому что, смотрите, тройка жезлов, пятерка монет и аркан справедливость. Это, по сути, действительно траты на ежемесячной основе, то есть выплаты официальные, долговые обязательства. То есть это, как правило, выплаты по кредитам, по ипотеке. То есть здесь то, что вы будете тратить на себя любимых, потому что дно колоды у вас туз чаш. Соответственно, это вопросы каких-то глобальных приобретений, потому что тройка жезлов – это двигаться к цели, это повышение социального статуса, но ради этих крупных покупок вам действительно во многом придется экономить. Помимо всего прочего, здесь, если кто-то рассчитывал на поддержку со стороны властей, или, может, вы с кем-то судились с целью отсудить деньги или ресурсы, то есть вы сможете здесь получать какие-то небольшие субсидии, дотации или материальную компенсацию по какому-либо вопросу, но не в том объеме, не в тех размерах, на которые вы рассчитывали. Основной аспект – это все-таки, повторюсь, вопросы материального, каких-то крупных и значимых для вас покупок. То есть у вас на повестке дня это стоят вопросы финансового плана. В этом аспекте год будет благоприятен, потому что, еще раз повторюсь, здесь приобрести то, что радует ваше сердце. Вот это для вас будет большой неожиданностью этого периода. А мы с вами переходим ко второму варианту. Итак, у вас здесь ложатся арканы ревность и путешествие. Во-первых, как показывают арканы, здесь может быть момент или аспект поездок, переездов для большинства миграций или смены места жительства. Карта ревность указывает на то, что, во-первых, кто-то может ревновать вас к вашему успеху, к вашим целям, к вашим достижениям, к возможностям или, более того, в какой-то степени даже проявлять вопросы зависти. В особенности, если у вас тут идут приобретение связано с новым авто или улучшение качества жизни, потому что кто-то может вам не простить этот успех. Опять же, ревность и путешествия связаны с тем, что если вы или ваш партнер, если вы состоите в отношениях, вынужден перемещаться по командировкам или ехать на обучение, или, может быть, даже работать за рубежом, то вы будете себя съедать эмоциональными переживаниями относительно того, как это повлияет на ваши взаимоотношения. Давайте раскроем и посмотрим, о чем говорит эта связка карт на все сферы жизни. У вас прекрасные арканы, обратите внимание. Двойка чаш, четверка монет и девятка чаш. Итак, для большинства из вас это все-таки вопросы личной жизни. Почему? Потому что двойка чаш, четверка монет – стабильный союз, и девятка чаш – это наслаждение ситуацией, отношениями как таковыми. И, наконец-то, колода, видите, у вас падает аркан умеренность. Это обретение зоны комфорта. Опять же, здесь как с чьей-то подачи. Смотрим на ведущие два аркана. Переехать, поменять жизненные условия или социальный статус, то есть вступить в отношения. Карта ревности здесь может еще проявляться от
как излишней любви к вашему партнеру или партнерше. Если вы на текущий момент свободны, то здесь арканы вам сулят знакомство. В этом случае это будет знакомство с человеком издалека. Знакомство может быть через интернет или просто в другой стране. И как следствие разность темпераментов может давать ряд непонимания и проявления ревности по отношению друг к другу. И если вы в любовных треугольниках, о чем здесь говорят карты? Опять же, повышение, так сказать, ревности, эмоций, внимания друг к другу, но здесь не будет кардинальных перемен. Вы как оставались в этом союзе, так и останетесь. У тех же, кто у нас в стабильных союзах, арканы сулят укрепление отношений, проявление больше чувственности, заботы, понимания. Опять же, здесь, если смотреть по этим картам, вы должны доверять вашему партнеру или партнерше, не питать в себе вот эту вот ревность, не взращивать ее, потому что тем самым можете негативным образом повлиять на ваш союз. А вам это ни к чему. Тем более в отношениях у вас все прекрасно. Вот такой расклад для тех, кто у нас выбрал второй вариант. То есть у вас здесь больше вопросы личной жизни и вопросов переезда. А мы с вами выбираем третий вариант. Третий вариант для вас – это неожиданная радость. У каждого она, безусловно, своя. Для кого-то это знаковые перемены, неважно в какой сфере, будь то личная жизнь, карьера, финансы или просто исполнение вашей мечты, потому что это, знаете, по сути, как подарки судьбы, на которые вы не могли рассчитывать, или что ситуация или какой-то вопрос решится даже так, как вы того не ожидали, с легкостью, без каких-то проблем или препятствий. Как следствие, это быть радостными, счастливыми от того, что исполняются какие-то ваши цели, задачи и мечты. Итак, раскроем. О чем здесь идет речь? Итак, король монет, девятка жезлов, карта жрец. Дно колоды у вас туз мечей. В чем заключается эта неожиданная радость? Если вы стремились получить образование, но на это по ряду причин не было ресурсов, то эти ресурсы найдутся. Или вы неожиданно для себя получите грант на обучение и исполнятся ваши цели, надежды и мечты. Если вы по ряду причин не могли подобрать грамотного специалиста, врача, который бы действительно позволил решить вашу проблему, то опять же король монет – это благодаря мужчине земной стихии, опять же благодаря ресурсам, помощи и поддержке может решиться ваша проблема по состоянию здоровья. Если брать вопросы личной жизни, то неожиданно для вас это будет знакомство с мужчиной земной стихии, телец, дева или козерог. Причем здесь между вами большая разница в плане менталитета, возраста, но вы друг для друга будете как духовными путеводителями. Более того, эти отношения могут перерасти в официальный союз и привести к браку. И если смотреть тех, кто уже, так сказать, в стабильных союзах, то неожиданная радость заключается в улучшении вашего материального благополучия, но путем сложных совместных усилий. Поэтому здесь, как ни крути, у вас в любом ключе действительно положительное решение вопросов. Сейчас даже дотяну. Здесь аркан для мужчин. Как для мужчин это может отыграться? Так, у нас здесь, прошу прощения, не так карту повернула. Рыцарь чаш. По рыцарю чаш это кому-то проникнуться эмоционально. Это желание построения отношений, союза. То есть с вашей стороны это будет как период влюбленности. Более того, будете пытаться получить чье-то расположение. И, раскрывая колоду, здесь падает аркан Солнца. То есть обретение действительно счастья, стабильности и второй половины, потому что Солнце – это вот как пролить свет на ситуацию и получить то, что вы искали. Поэтому у вас очень такой прекрасный в этом отношении год. Для тех, кто у нас выбрал четвертый вариант, здесь ложится аркан Судья. Аркан непростой. Почему? Потому что у многих это могут быть на повестке дня много юридических вопросов, задач. И будь то для кого-то получение наследства, для кого-то дележка имущества. Кто-то может восстанавливать документы или пытаться получить гражданство. То есть все, что напрямую или косвенно связано с юридическими аспектами. Опять же, данный аркан говорит о том, что если вы пытались или пробуете себя в каких-либо конкурсах, мероприятиях, то вас будут оценивать. Судья – это получить чье-то суждение.
Опять же, оценивать ваши успехи по работе, ваши цели, ваши достижения, ваши задачи. В отношении личной жизни здесь ситуация может быть полярная. От заключения официальных отношений до бракоразводного процесса. Чем же этот год ознаменуется для вас? Давайте будем смотреть. Какова будет самая главная неожиданность этого периода? И что мы здесь видим? Рыцарь монет, мир и тройка пентаклей. Для большинства из вас основной и главный акцент этого года — это все-таки вопросы, связанные с легализацией за рубежом, вопросами переезда, эмиграции, обретения официальной работы. И опять же, у некоторых это получить грант на обучение, потому что тройка монет — это не только рабочие процессы, но и обучение как таковое, дистанционное или за рубежом. И опять же, если это работа, то вас будут оценивать и выбирать из ряда специалистов. То есть получить не только признание, призвание, но и действительно работу в очень такой хорошей компании, известной компании. Потому что здесь, смотрите, рыцарь монет — это стабильность, мир и тройка пентаклей. Для вас открываются новые возможности, потому что вас оценят по достоинству. Если это будет касаться вопросов раздела имущества, то, как мы видим по этим картам, специалисты, а именно юрист, нотариус, адвокат, помогут вам достичь желаемого и отсудить то, что вам положено, потому что здесь по этим арканам это остаться при своих интересах. Если у вас на повестке дня стояли вопросы опекунства, то есть удочерения, усыновления, то опять же это будет затяжной процесс, но решится он в вашу пользу. Поэтому вот такие энергии приходящего года. Для тех, кто у нас выбрал 5-й вариант. Что у вас здесь? А здесь ложится аркан встреча. Для кого-то это действительно кардинальные перемены, а именно обретение второй половины. У некоторых из вас карта встречи — это долгожданная встреча, может быть, с близкими, которых вы давно не видели или находились на расстоянии. Опять же, у некоторых это встретить, знаете, как духовного наставника, путеводителя по жизни. У кого-то здесь это как встреча ознаменует тех людей, которых вы давно не видели или не слышали. Ну, к примеру, там, одноклассники или друзья, с которыми вы много лет не общались. То есть для вас это как будет эффект неожиданности, но в то же время озарения и счастья. Посмотрим, что принесет этот аркан именно вам. Для кого-то, возможно, он прозвучит как обретение нового бизнес-партнера. Что же у вас здесь? Итак. Четверка монет, карта отшельника и тройка чаш. Это все-таки действительно встреча старых добрых друзей, знакомых, с которыми вы не видели, давно не общались, но очень-очень хотели бы встретиться, увидеться. То есть для вас это будет, ну, почему-то очень яркое, очень важное, весомое событие. Более того, какая-то поддержка или помощь от них, люди, которые помогут вам стабилизировать текущее положение вещей, в чем-то вам помочь. Опять же, эти арканы указывают на ситуацию, что по отшельнику, если вы длительный период не находили своего места под солнцем, то кто-то из окружения вам при встрече поможет, подскажет, направит и, так сказать, возьмет под свое крыло, под опеку в социум. Потому что здесь эти арканы указывают на ваше окружение, на тех людей, которых вам так не хватало. Вот, вы знаете, не могли найти свою нишу. И вот здесь будет как новое окружение благодаря тем людям, которых вы очень-очень, ну, скажем так, давно знаете. Потому что по отшельнику это дружба, которая идет не один год, которую вы проносите через десятилетия и действительно ею очень сильно дорожите. Может ли здесь идти речь о бывших возлюбленных? Ну, сейчас я дотяну, секунду. По шестерке жезлов может быть такая ситуация, причем по шестерке жезлов это как случайная встреча, потому что как где-то увидеться, встретиться, пересечься. Даже вплоть до того, что если это социальные сети, знаете, как случайно, неумышленно, вы можете попасть там на новые аккаунты ваших бывших. То есть каким-то образом откроется или всплывет информация. И в чем здесь плюс? Вот если вы о человеке длительный период не знали какой-то информации,
не могли найти, что там, как у человека происходит в жизни, в судьбе, ну почему-то вас это очень интересовало, или для вас этот вопрос был важным, болезненным, то теперь вы сможете для себя получить эту информацию, опять же, через третьих лиц. Поэтому, ну, это, знаете, как то, чем душа успокоится. Допустим, вы услышали для себя, узнали, что, как, и вас уже больше не терзают ни какие-то ни сомнения, ни переживания. То есть, знаете, как легко принять и отпустить эту ситуацию. Для тех, кто у нас выбрал 6-й вариант, здесь ложится карта «Надежда». Всем нам нужна надежда. О чем она говорит? Это желание, цели, стремление к переменам, благостным переменам, что все решится в том ключе и таким образом, как вы себе рассчитывали или запланировали. Поскольку, как мы видим, здесь девушка сошла на берег, за ее спиной корабль. У многих это цели или надежды могут быть связаны с переездом, со сменой места жительства, с легализацией на новом месте, у кого-то возврат на родину. То есть в любом случае это, знаете, какие-то перемещения, но которые для вас очень важны, очень значимы. Или если вы, знаете, как говорю, тыкаетесь по всему миру, но не можете себя найти, свое место, которое было вам по душе, где вам было легко, комфортно, то наконец-то, так сказать, Вселенная вас услышит, и ваши, так сказать, ангелы-хранители приведут вас туда, где действительно вы поймете, что вот это мое. Или если это ваша родина, то это будет возможность вернуться на родину. В любом случае, как показывают арканы, ваши надежды здесь осуществятся. Посмотрим, раскроем этот аркан, о чем он в принципе здесь будет говорить. Что у вас здесь? Итак, здесь кто-то очень сильно ждал. Потому что, смотрите, 10 мечей – это та ситуация, когда земля ушла из-под ног. И здесь королева чаши, 7 монет – это очень-очень длительный период ожидания. В основном, если смотреть по этим арканам, это касается тех, кто вынужденно покинул родину, дом, родные пенаты. И здесь карта жрец, ну сейчас я раскрою еще дополнительно. Жрец, 10 жезлов и солнце, это как раз, знаете, засияло солнце, пройти через тернии к звездам. Потому что жрец – это духовный, это личностный рост, это умение принимать ситуацию, выживать в любых условиях, да, двигаться, развиваться, несмотря ни на что. 10 жезлов – это вы длительный период, ну, знаете, как у вас была жизнь на паузе. То в рамках этого периода, видите, солнце, засияет солнце. Наконец-то вы дождетесь того, чего вы хотели. То есть у вас будет ясность, у вас будет, по крайней мере, понимание, где, как, куда, зачем, почему, а самое главное, для чего. И какие вам перспективы это дает. То есть, как я и сказала, найти свое место под солнцем. То есть это основная тенденция, основное событие. И повторюсь, это в большей степени касается перемещения. То есть тут не идет про карьеру, здесь не идет акцент про вопросы личной жизни. Здесь как просто определиться, кто вы, что вы. И в этом и будет, знаете, как исполнение вашей цели, надежды или мечты. Потому что здесь карта звезда, вот как достижение цели. У вас теперь будет ясность и понимание, от чего отталкиваться. Есть как почва под ногами. Для тех, кто у нас выбрал 7-й вариант, желание. Это стремление, чтобы исполнилось ваше желание. Это не только задумать, запланировать, но, знаете, это понимать, что необходимо сделать для того, чтобы оно осуществилось. Давайте с вами посмотрим, что же здесь по факту. О чем говорит данный аркан? 7 монет, 6 мечей, королева чаш и дно колоды 4 жезлов. У многих это следующий аспект. Воссоединение с близкими, потому что, опять же, длительный период ожидания, 6 мечей, королева чаш, то есть как с кем-то воссоединиться. Это может быть женщина водной стихии, рак, скорпион или рыбы, или просто люди, кровные родственники. Это раз. Дальше. Для многих это улучшение жилищного вопроса, жилищной ситуации. То есть найти место, где вы создаете свой уют, комфорт и ощущаете себя в безопасности. У некоторых это обретение второй половины. Но в данном случае у вас как знакомство с партнером или с партнершей здесь будет за рубежом. Потому что 5 монет – это ситуация кризиса, когда вы длительный период, допустим, пребывали одни, но
8 монет и паж жезлов. Это для вас будет как неожиданное знакомство, и связано он будет по работе или по деловым контактам. То есть неожиданно для себя обрести гавань для своей души. То есть основной момент и посыл, повторюсь, по вот этому аркану, это вопросы личной жизни и вопросы недвижимости. И в рамках этого года у вас они будут реализованы. И для тех, кто у нас выбрал 8 вариант. Постоянство. Ой, для тех это, знаете, кто, допустим, маялся или не мог сделать выбор в отношениях, в работе, или так не мог найти, опять же, тоже найти свое место, где жить, где становиться, то теперь вы сможете обрести постоянство. Или если вдруг ваш партнер или партнерша были на выборе, или вы находились в треугольниках, то теперь отпадут все вот эти тягостные варианты, и вы сможете почувствовать себя комфортно, потому что постоянство – это все стабильно и во всех сферах. Здоровье, работа, личная жизнь. Это, знаете, как все ровно. Без сильных кардинальных перемен и потрясений, но вы будете этому рады. Потому что стабильность, на самом деле, это сейчас очень важно в нашем изменчивом мире. Конечно же, мы с вами раскроем этот аркан, посмотрим, как он отозвется для вас. Но здесь семья, 10 чаш, 8 жезлов, паж жезлов. У кого-то единение с семьей, в особенности, если у вас дети были на расстоянии, может быть, обучались или уезжали. У кого-то обретение партнерства. Опять же, если у кого-то были споры, ссоры, конфликты в семье, или вы были на расстоянии, то у вас соединение. Но основная нить, первое, это обретение партнерства или налаживание контактов, или тех, кто в отношениях, это все-таки, повторюсь, отпадут какие-то альтернативные варианты и обретение стабильного партнерства. Дальше. Воссоединение с родственниками, устранение конфликтных ситуаций с родственниками. У кого-то еще здесь может быть возврат на родину, потому что 10 чаш – это как наш оплот, наша родина, и 8 жезлов – это карта скорости. Карта переезда. И самое главное, видите, паж жезлов. Ощущать себя среди своих. Если вы это загадывали и к этому стремились, я вам искренне этого желаю. Пусть в вашей жизни так и будет, пусть так и произойдет. От вас буду по прошествии периода ждать обратной связи. Надеюсь, что карты дали вам ответы на ваши вопросы, ну и позволят действительно исполнить все то, на что вы надеялись. Верю это и желаю вам искренне этого от всей души. С вами не прощаюсь. Услышимся с вами в следующих видео, тематических раскладах. Вы, кстати, в комментариях можете написать, пока предложить свои темы, что именно и в каком формате вы хотели бы просмотреть. Ну, я постараюсь выполнить ваши пожелания. Благодарю вас за просмотр и до новых встреч.